Мало кто верит, что такое тонкое, почти прозрачное тесто можно легко растянуть руками. Но именно оно делает буреки невероятно слоеными, хрустящими снаружи и сочными внутри. Сегодня покажу весь процесс приготовления от начала до конца и поделюсь простыми секретами, благодаря которым этот рецепт получается с первого раза. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Для теста в большую миску всыпаю килограмм муки. Добавляю чайную ложку соли и перемешиваю. Пока вы смотрите это видео, напишите в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Постепенно вливая 700 мл воды. Не выливайте всю воду сразу. Так тесто получится гораздо легче замесить. Сначала работая лопаткой, а затем хорошо вымешивая руками. У нас получится очень мягкое тесто, немного липнущее к рукам. Для смазывания смешала 100 грамм маргарина и 150 граммов растительного масла. Перекладываю тесто на стол, обильно присыпанной мукой. Затем делю на две части. Каждую часть скатываю в колбаску. Кстати, маргарин вы можете смело заменить сливочным маслом. Теперь каждую колбаску делю на 6 кусочков. Всего получается 12 заготовок. Теперь каждый кусочек округляю в гладкий шарик. Чем ровнее поверхность шарика, тем легче потом будет растянуть тесто. Теперь каждый шарик немного раскатываю. Берем глубокую тарелку или емкость и смазываем дно маслом. Выкладывая наши лепешки и снова смазывая маслом. Сверху кладу следующую. Так собираю все заготовки, обильно промазывая каждую. Оставшееся масло просто поливаю сверху. Накрываю пленкой и оставляю отдыхать примерно на 30 минут. Именно отдых делает тесто очень эластичным, поэтому этот этап лучше не пропускать. Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. На небольшом количестве масла обжариваю две небольшие луковицы до прозрачности. Затем добавляю 400 граммов фарша и хорошенько перемешиваю. Фарш у меня говяжий. Вы можете выбрать любой другой, который у вас имеется. Солю, перчу по вкусу. И при желании можно еще добавить любимые специи. Когда жидкость испарится, добавляю 3-4 картофелины, натертые на терке для корейской моркови. И немного все вместе обжариваю. Занимает это около 10 минут. Наша начинка готова, возвращаемся к тесту. Снимаю пленку и беру по одной лепешке. Посмотрите, как легко она растягивается руками, даже скалка не нужна. Аккуратно растягиваю тесто от центра к краям. Благодаря маслу оно становится почти прозрачным. Если где-то нечаянно порвется, то ничего страшного. После заворачивания его совсем не будет видно. Снова слегка смазывая поверхность маслом. Именно этот простой прием создает большое количество тонких слоев после выпечки. Подворачиваю края и выкладываю нашу начинку. Количество начинки регулируйте по своему вкусу. Далее сворачиваю в плотный рулет.
Перекладывай буряки на противень с пергамента. И так поступаем с остальным тестом. Перед выпечкой смазывая смесью из одного желтка и 2-3 столовых ложек молока. Сверху посыпаю белым и черным кунжутом. Выпекаю при 200 градусах примерно 30 или 35 минут до красивой золотистой корочки. Но прежде всего ориентируйтесь по своей духовке, ведь у всех она разная. У меня осталось немного теста, поэтому из него я сделала еще 4 небольших рулетика. Наши бурейки готовы. Посмотрите, какая красота получилась. Слышите этот хруст? Снаружи невероятно хрустящие слои, а внутри сочная и ароматная начинка. Вот так выглядят наши буряки в разрезе. Приятного всем аппетита! Если приготовите по этому рецепту, обязательно в комментариях поделитесь своими впечатлениями. Мне всегда интересно услышать ваше мнение. Пока не отключайте видео, в следующем ролике покажу, как приготовить настоящую узбекскую самсу с таким же тонким, многослойным и очень хрустящим тестом. Не пропустите! Вот так должно хрустеть идеальное тесто для узбекской самсы. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте готовить вместе. Для теста беру 600 граммов муки и высыпаю в миску. Добавляю одно яйцо, 1 чайную ложку соли. Немного перемешаем. И вливаю 250 мл воды. Замешиваю тугое тесто. Сначала лопаткой, затем руками. Кому как удобно. Вот такое плотное тесто у нас получилось. Накрываю его и оставляю отдыхать на 1 час. Наше тесто отдохнуло. Теперь нам нужно разделить его на 2 части. Несколько раз обминаю, собирая в шар. Кладем обратно в нашу миску и даем отдохнуть еще на 15-20 минут. Так делаю 2 раза, чтобы тесто стало гладким. Наше тесто отдохнуло, теперь раскатываем тесто в тонкий пласт. Присыпаем наше рабочее место мукой, чтобы тесто не прилипало к столу. Смазываем наше тесто сливочным маслом или маргарином и равномерно распределяю по поверхности. Далее накрываю вторым слоем теста, как на видео. Снова смазываю остатком масла. Теперь аккуратно сворачиваем в плотный рулет. Скручиваем рулет в улитку, перекладываем на тарелку и отправляем в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Тесто охладилось и застыло. Я сразу разделила его на 12 равных частей.
По желанию вы можете сделать больше или меньше. Одну сторону защипываем, как на видео, и раскатываем в кружок. Сегодня у меня два вида начинки. Первое – классика с рубленым мясом и луком. Начинку будем класть с той стороны, где защипнули. Выкладываем начинку из мяса с луком и заворачиваем самсу таким образом, как на видео. Второй вид начинки – нежная тыква. Ее сделаем в форме треугольника. Кладем на противень швом вниз. Для золотистого цвета смазываем желтком. По желанию щедро посыпаем кунжутом. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Отправляем в духовку при 190 или 200 градусов на 30 минут. Прежде всего ориентируйтесь на свою духовку, ведь она у всех разная. Вот такие хрустящие слоеные самсы у нас получились. Они сейчас очень горячие. Сейчас разломаю и покажу вам внутри. Извините, что так мутно получилось, забыла настроить фокус. Видите, какой пар идет. И второй вид с тыквой. Послушайте, как он хрустит. Готовьте с удовольствием, пусть в вашем доме всегда будет тепло, уют и вкусная еда. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео, иншаллах, и ассаляму алейкум.